Всем привет! Меня зовут Марина, а вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Я к вам с новым видео из моего нового путешествия по старинным русским городам. Сегодня мы с вами вместе побываем в таких городах, как Псков, и маленьких городах рядом – Изборск и Печоры. Хотя по факту Псков тоже не очень большой город, это далеко не город-миллионник, хотя и находится не так далеко от Москвы, Петербурга. Город Псков, а также Изборск и Печоры – это пограничные города. Они находятся совсем недалеко от границы на северо-западе России. Псков – один из древнейших городов России, и в этом городе даже есть такая надпись «Россия начинается здесь», потому что очень много моментов русской истории происходило на этих территориях. Город Псков был основан в 903 году. Этот город сохранил уникальные памятники древнерусской архитектуры и поражает своими историческими красотами и своей такой вот невероятной тишиной и спокойствием. Если вдруг вы устали от жизни в мегаполисе, а я знаю, что многие иностранцы, иностранные студенты приезжают в Россию и живут в крупных городах, в мегаполисах. Так вот, если вдруг вы устали и хотите посмотреть на древний русский город, немного отдохнуть, побыть в тишине и спокойствии, при этом познакомиться с историей, то вот вам город Псков и приграничные города Изборск и Печоры. Главная достопримечательность Пскова – это, конечно же, Псковский Кремль. Кремль, который нисколько не похож на московский. Кремль стоит на высоком берегу рек Великая и Пскова. Именно, кстати, от реки Пскова и появилось название город Псков. Кремль окружен стенами, и известный исторический факт, что этих кремлевских стен, городских стен было 5. Город Псков – это приграничный город, об этом я уже много раз вам говорила в этом видео, и постоянны были нападения иностранцев на город. Поэтому вокруг Пскова строили все новые и новые стены. Самая первая стена – это вот тот самый Псковский Кром, самое-самое сердце города Псков. Дальше идет вторая стена, третья и четвертая стены находились совсем рядом, сегодня их уже не осталось, но есть еще пятая стена. Интересно, что первые 4 стены окружали город между реками Пскова и Великая, а вот пятая стена захватила и территорию за рекой Пскова. Псковские крепостные стены видели невероятное большое количество сражений, битв. Обратите внимание на интересную архитектуру не только крепостных стен, но и церквей. Такие церкви строились не так часто по всей территории России. По мне, так это вот именно церкви, которые отличают псковское зодчество. Это церкви с необычными колокольнями, звонницами. А вот внутри Кремля возвышается величественный Троицкий собор. Один из старейших соборов страны, но не самая старая церковь в городе Псков. Рекомендую вам обязательно попасть в Кром, Псковский Кром, то есть на территорию Псковского Кремля, заглянуть в Троицкий собор и увидеть невероятной красоты иконостас, который идет снизу и поднимается высоко-высоко до самого конца храма. Обязательно покатайтесь по реке Великой. Вы посмотрите на город Псков с другой стороны.
А мы с вами едем дальше и отправляемся в другие древние, старинные русские города. Недалеко от Пскова находятся два маленьких городка. Город Изборск. Это город со старинной крепостью. И крепость не такая старая, как в Пскове, но крепость, которую строили тоже в XIV веке, даже ее перестраивали, потому что первоначально город Изборск находился немного в другой стороне от большого количества нападений врагов. Жители города понимали, что нужно строить лучше крепость, чтобы она была крепче. Тогда решили построить чуть подаль новую крепость, новый замок. Я не случайно называю это замком, потому что мне лично очень напоминает средневековые европейские замки. Изборск часто называют ключом к русской земле, потому что именно через Изборск необходимо было идти ливонским рыцарям, когда они хотели попасть на русскую землю. Изборск также известен своими славянскими ключами, точнее родниками, которые, по легенде, обладают целебной силой. Мы, конечно, добрались до этих родников, до этих ключей, испили водицу из них, посмотрели на красивейших лебедей на озере рядом и насытились этой целебной силой. Также эта территория известна тем, что здесь проходило ледовое побоище, но об этом лучше прочитайте сами. А мы с вами поедем дальше. Печоры – еще один маленький городок, который вот как раз находится в 3 километрах от границы с Эстонией. Печоры – это город, который сегодня известен благодаря Псковско-Печорскому монастырю. Этот монастырь не только духовный центр страны, но и архитектурное сокровище с богатой историей. Монастырь сразу необычен тем, что его строили не как тогда было принято на горе с крепостными стенами вокруг. Нет, его строили в низине, а вот крепостные стены как раз стояли на горе, на холмах, на высоте. Монастырь удивляет своими подземными пещерами. Не буду вам много рассказывать про эти пещеры, потому что лучше вам попасть туда самостоятельно и погулять по монастырю и заглянуть в пещеры тоже самостоятельно. Вообще, когда попадаешь на эту территорию, чувствуешь, что есть в этом месте какая-то своя энергетика. И мы, гуляя по Псковско-Печорскому монастырю, даже забыли делать фотографии и снимать видео. Поэтому совсем немного фотографий Псковско-Печорского монастыря, но напомню, что это город, который обязательно я вам рекомендую посетить и посмотреть.
этом видео мы с вами погуляли по 3 старинным русским городам: Псков, Изборск и Печоры. Города маленькие, совсем небольшие, но в этих городах уникальная древнерусская архитектура. В этих городах происходили важные исторические события. И эти города так и остались со своей неповторимой историей, со своей неповторимой архитектурой и спокойствием. Так что, если вдруг вы хотите проникнуться духом Древней Руси, то приезжайте в Псков и другие псковские города. Сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.